Добрый день! Сегодня я вам покажу, как можно сшить вязаные детали с помощью крючка. Этот способ хорош тем, что вы можете сшивать детали любой длины, не заботясь о длине нити, потому что она идет от клубка. Шов выглядит как столбики лицевых петель, и он абсолютно плоский. С лицевой стороны, если вы будете использовать такую же нить, которую вы вязали, он будет совершенно незаметен. С изнанки он выглядит как шов в разутюжку. Я уверена, что этот способ вас приятно удивит. Вначале я покажу, как его выполнять, а затем расскажу, почему нужно делать именно так и как я к этому пришла. Давайте начнем. Я связала два образца и теперь буду их сшивать между собой вот таким образом. То есть мой шов будет проходить вдоль кромочных. Снизу у нас находится наборный край. Это значит, что направление вязания на наших деталях снизу вверх. А начинать наш шов мы будем снизу. Давайте поближе рассмотрим наши детали. Вот здесь у нас кромочные петли. В данном случае совершенно не важно, как вы будете их вязать, какой способ использовать, потому что кромочные петли у нас уйдут в шов и не будут видны. А для сшивания мы будем использовать вот эти лицевые петли, этот столбик из лицевых петель. Вот вы можете посмотреть, вот эти лицевые петли. А точнее, мы будем захватывать всегда стенку лицевой петли, которая находится дальше от кромочной. Вот у нас лицевая петля, у нее две стенки, и мы будем использовать вот эту стенку. На втором образце все аналогично. У нас есть кромочные петли. Мы находим столбик из лицевых петель, который примыкает к кромочным. Вот наши лицевые петли. Можете их видеть. И мы будем захватывать всегда дальнюю стенку лицевой петли, дальнюю от кромки. Теперь возьмем в руки крючок и найдем первую лицевую петлю. Вот она. Нам нужна стенка, которая находится дальше от кромочной. И мы заводим крючок так, чтобы он смотрел на кромочные. Это обязательно. То есть наш крючок всегда смотрит к шву. Берем вторую деталь. Находим нашу первую лицевую петлю. Вот она. И мы продеваем крючок в стенку, дальнюю стенку от кромочной. И здесь также крючок всегда направлен к кромке. Складываем наши две детали. Берем нить, которой мы вязали, оставляем тут небольшой кончик. И теперь наша задача подхватить нить крючком и протянуть ее через две петли. Вот так. Наш кончик нити мы продеваем между нашими образцами и выводим сюда. Сначала я рекомендую его придерживать пальцем, чтобы нить не убежала. Потом мы его спрячем. Теперь смотрите сюда. Вы должны всегда вытягивать эту петлю
примерно на такое же расстояние, как и ваши лицевые петли в полотне, для того, чтобы шов был менее заметен. Нить, которая идет от клубка, всегда должна быть снизу, то есть крючок мы всегда продеваем над этой нитью, она находится снизу. Теперь давайте рассмотрим вот здесь. Смотрите, вот нить, она выходит с образца, который находится у меня справа. Вот она. Значит, первой мы должны подхватить стенку с этого же образца. Вот я подхватила. Крючок направлен к центру. Дальше я подхвачу дальнюю стенку на этом образце. Вот так. Нить снизу. И мы должны протянуть теперь нить через 3 петли. Вот так. И вытянуть ее. Смотрим теперь сюда. Нить у нас уже на этом образце. Значит, первую мы подхватим стенку с этого образца, а затем со второго. Снова протягиваем нить через 3 петли. Давайте посмотрим, что у нас получается. Видите, первые петли уже заметны. И таким образом, чередуя порядок подхватывания петель, мы и продолжаем делать наш шов. Вот смотрите, нить здесь, значит, я подхватываю первой эту стенку, затем эту. Протягиваем нить через 3 петли. Теперь меняем. Первую эту, вторую эту. Если вам сложно протягивать нить сразу через 3 петли, вы можете делать это поэтапно. Вот смотрите, протянули через одну петлю, затем через вторую и через третью. Возможно, так будет проще. Продолжаем. Нить у меня здесь, значит, я первой подхватываю стенку на этом образце, а потом на этом. И снова протягиваю нить через 3 петли. Давайте посмотрим. Вот у нас получается такой шов. Вот так он выглядит с лицевой стороны. И с изнанки он у нас напоминает шов в разутюжку. Вот его припуски. Давайте я еще покажу, как этот шов быстрее делать. Вот у нас нить. Значит, первой я подхватываю эту стенку, затем эту и протягиваю через 3 петли. Теперь эту и снова протягиваю через 3 петли. Вот таким образом и сшиваем наше изделие. Вот, давайте покажу, как это выглядит. Вот. Видите? Этот шов совершенно не заметен. Некоторым может показаться, что этот способ очень замудренный. Но я вам сейчас объясню, почему нужно все время чередовать захват этих петель. Смотрите, я возьму контрастную нить, чтобы вам было лучше видно. И продолжу сшивать изделие, но буду захватывать первой петли, которые находятся у меня ближе. Смотрите, я захватываю эту петлю, захватываю эту и протягиваю нить через 3 петли.
Продолжаю. Захватываю всегда ту стенку, которая ближе ко мне с того образца. И снова протягиваю. Я сделаю несколько стежков для того, чтобы показать, почему этот результат меня не устроил. Еще один. И смотрите. Когда мы так делаем, вроде бы наш шов тоже нормальный. Выглядит так же лицевые петли. Но если вы присмотритесь, вы заметите, что он у нас начинает заваливаться в бок. Почему? Потому что у нас вот здесь получаются такие бугорки. И они находятся только с одной стороны. Здесь их нет. За счет этого шов начинает косить. Вот так перекручиваться. Если же вы начнете, например, захватывать первой петлю с этого образца, то вы очень быстро увидите, что он начнет косить только в другую сторону. Вот я провяжу несколько петель, сделаю и покажу. Смотрите. То есть если здесь у меня шов начал уходить влево, то этот шов у меня уходит вправо, потому что эти бугорки переместились на другую сторону. С этой стороны их нет. Вуаля, подумала я, значит, нужно их чередовать. И вот именно это чередование и дало вот такой красивый ровный шов, который никуда не стремится убежать. Этот в эту сторону закручивается, а этот в эту. Ну что, попробуйте? Я думаю, вам этот способ понравится, особенно если вы сшиваете длинные края. А сегодня это все, о чем я хотела рассказать. До свидания. Вяжите с удовольствием.